Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я решила взять «Волшебный мир Средиземья», потому что здесь мы с Оксаной красим каждый месяц, но в том месяце я начала раскрашивать положенную иллюстрацию в самом конце месяца. Я ее, конечно, дораскрашивала, но это была спешка, а я люблю раскрашивать здесь спокойно, неспешно. В общем, в прошлом месяце у нас по плану была вот эта иллюстрация, и в этом месяце, соответственно, вот это. Здесь мы раскрашиваем по плану, и вот столько у нас уже раскрашено. Ну, в общем-то, и осталось прилично еще. Так, ну, давайте приступим. Я немножечко так опущу камеру. Так, и нужно что-то сделать со светом. Что-то тут непонятное. Ну, ладно. Так, я начну, опять же, по традиции, с мэджика. Я прям ждала этого момента, когда здесь можно будет раскрасить. Не, ну, раскрасить-то можно было когда угодно. Ну, в общем. Прям с удовольствием. Люблю, когда вот это вот, знаете, детальная прорисовка, когда вот фактура дерева, все такое. Для нас уже все сделано к нашим услугам. Ну и когда проходишься таким шикарным мэджиком, а фикс-прайсовский мэджик просто шикарен, то классно. Вот уже сейчас вот эта часть раскрасится, и картинка уже будет прям такой живой. Не, ну правда, здесь вот удачное сочетание трех оттенков коричневого, потому что я говорила, что мне нравится Magic Kohinoor. Я, естественно, тоже его активно использую, но использую больше для деревьев. Там просто, ну, как-то, знаете, больше в красноту немножко уходит чуть-чуть. И, ну, вот для таких вещей больше это подходит. Хотя, с другой стороны, если рассмотреть, что вот это плавательное средство, да, оно типа деревянное, то по факту вот тот блеск, который дает этот карандаш, и вообще тот цвет, который дает карандаш, это, в общем-то, цвет такого новенького, новой древесины такой, только-только вот, когда сделали какое-то изделие, потому что потом в процессе, да, эксплуатации, в теории все это более такое, точнее, я бы сказала, менее красивое становится. Не, ну хотя кому как. Вот, а если раскрашивать как положено эту раскраску, то, наверное, тут вряд ли, ну не знаю, там, это же сейчас там всякие вот, ну, во-первых, это, понятное дело, такая история, это, наверное, как сказочная, фантазийная, но если представить, да, то вряд ли же предполагается, что здесь использованы какие-то средства, которые сохраняют древесину. Но я вообще раскрашиваю здесь так, как мне нравится, потому что ни книгу, ни фильм я не смотрела, не читала и не собираюсь, потому что это не совсем мое, а вот раскраска мне нравится. Поэтому я ее раскрашиваю, как мне хочется. А хочется, чтобы она была яркой, позитивной. И вот перелистывать ее потом. Поэтому неважно, как оно в теории должно быть. Хоть по книге, хоть по фильму, хоть по банальной логике. Ну и в конце концов, будем считать, что это новое у них средство плавательное. Вот только-только, как говорится. Такое вот
яркое. Здесь еще обязательно пройдусь, наверное, черным карандашом. Здесь его прям не хватает, он напрашивается здесь. Так, вот здесь, наверное, тоже будет, я думаю. А может быть и неправильно я делаю. Ладно, не столь важно. Здесь, по-моему, то же самое. Вот здесь вот надо раскрасить. Хотя здесь можно использовать Берлинга. Я так часто делаю, потому что там двухцветный, он тоненький и тоже отличный оттенок. Он, знаете, что-то среднее между этим и кахенуровским. Но вообще я знаю, что... вернее как, я видела, что у кого-то вот этот карандаш в наборе из Фикс Прайса более бледный. Ну, по крайней мере, сама вот эта рубашка. Ну, может быть, знаете, ведь сейчас, например, вот аутлайнеры из Fix Price, как я понимаю, у них разный цвет упаковки, а содержимое вроде как одинаковое. А раньше, ну, есть, безусловно, там вот эти ручки с ультраблеском, там и упаковки разные, содержимое мы знаем разное, но раньше вообще всегда вот было по нескольку наборов, там, например, маркеры, еще что-то, они делали такое наполнение, вынуждая, да, покупать сразу несколько. Поэтому возможно, что было два варианта, я не знаю. Может быть, один набор там более светлый, вот мне попался более темный, но я тогда не присматривалась, потому что я уже на тот момент купила оригинальный карандаш, и мне было, ну, оригинальные наборы, и поэтому я этот купила. Ну, стоил он 99 рублей, я, в общем-то, и взяла. Думаю, пусть будет, но набирать не стала. Я уже рассказывала, что если бы я знала, что именно я буду ими раскрашивать, что я найду им применение, то, конечно же, я бы запаслась. Вот. Как когда-то запасалась и ашановскими карандашами, всякими разными. Вот. Но я не предполагала, поэтому как-то так. Ну, а Fix Price почему-то упорно не хочет прислушиваться к нашему с вами мнению и совершенно не хочет выпускать снова эти карандаши. Уж не знаю почему, я не знаю, может... Не, ну вряд ли же они не хотят заработать, если на этом есть спрос, тем более они же видят, что раскраски популярны, и они же для нас, смотрите, сколько всего, и, пожалуйста, вам и ручки и прочее. Может, я не знаю, Кахенур им предъявил, затем Magic. Но, с другой стороны, у них же упаковка другая, и даже того же блендера не было в наборе. Вряд ли. Не говоря уже о том, что мы знаем, что, да, на Wildberries какой-то набор вообще продается очень похожий на кахенуровский, но это не Кахенур. И спокойно же продают. Поэтому вряд ли. Короче, непонятная ситуация. Так, ну чего, можно уже тогда, наверное, доставать эти. Господи, как их? Опять же, Кахенур Манделус. Ну и по традиции я достаю именно маленький набор. Вот. Потому что вот эту парочку найти здесь значительно проще. Так, немножечко заточила, буквально 2 оборота. Вот смотрите, какая прелесть. Ну разве не чудо? Еще вот немножечко теней добавить, и прям вообще, прямо вау. Так, ну а здесь мне нравится то, что есть прям вот черный контур, и я сейчас, когда сюда темно-зеленый добавлю по контуру, прям вообще все будет классно. Мне кажется, что вот эта иллюстрация у меня должна пойти прям в удовольствие.
Ну, потому что, да, я от нее в том месяце, именно большую часть месяца, получается, как я не раскрашивала, отдохнула, а там в конце что-то пораскрашивала, небольшой перерывчик, и там пара дней я доделала. Да, получилось, что такая отдыхалочка от нее, и хотя, казалось бы, все равно я все затронула. За месяц планы выполнены. Вот. Полезно иногда отдохнуть. Но, не знаю, наверное, в йоге и в мурмур-терапии надо будет все-таки 2, наверное, раскрасить в этом месяце иллюстрации по возможности. Потому что в том месяце, поскольку у меня были планы без планов, я не снимала планы принципиально, получилось именно так, что вообще не затронула их. Почему-то не захотелось. Ну, сначала забыла про них, потом не захотелось, потом не было времени, и, в общем, так. Ну, ладно, я тогда уже сейчас здесь все закрашу. Я прям, ну, я рассказывала, я прям обожаю вот эти вот здесь иллюстрации, в которых есть и вот все, когда сходится, когда есть возможность и мэджиком воспользоваться, и зелень есть. Жаль, что только небо не предусмотрено, но зато предусмотрена вода, например. То есть тут будет обилие красок. С другой стороны, может быть, здесь стоило им, наверное, сделать серые костюмы. То есть я везде против того, чтобы делать там серые какие-то мрачные костюмы. Но мне кажется, да, наверное, нужно было здесь что-то серое сделать. Потому что получилась мешанина, но мне почему-то это не пришло в голову. Я просто именно не задумалась над этим вопросом. А это вообще, знаете что? А это легко исправить. Можно взять сухую пастель и придать такую сероватость. Я даже рассказывала в раскрашенном за месяц, что, может быть, где-то что-то я еще доработаю. Вот. И вполне вероятно, что я доделаю. Может быть, я просто пройдусь. Здесь же все равно пастель и доработка карандашом. И поэтому вполне вероятно можно будет еще серого добавить. Получится такие, знаете, как раз таки проблема вот эта может быть будет решена, что, ну, да, профессионалы, художники, они, допустим, умеют взять, допустим, серый цвет, да, всю картинку им раскрасить, а это будет прям вот вау-вау. Вот. Ну, у меня таких, знаете, способностей нет, то есть я могу раскрашивать спокойно в ограниченные палитры, мне это не проблема, но вот именно, знаете, так взять все в сером или там в черном, вот это мне как-то сложно. А вот тут проблема-то может быть как раз и решена за счет того, что здесь уже есть цвет, и серым сделать, и выход, слушайте, выход. Можно пробовать. Ну, потому что меня напрягает. Вот я люблю ярко, но я ненавижу оляпистость, а здесь как бы оно сливается. Поэтому все-таки это требует исправления, мне кажется. А вот это мне еще и нравится, то, что вот когда нет планов вроде, ну, они есть такие примерные, и ты вроде все записываешь себе в блокнот, но это примерно. Хорошо, что тогда можно, ну, оно всегда можно, но особенно легко можно взять в одной раскраске не одну иллюстрацию, а 2-3 раскрасить. Как-то такая больше свободы всего этого. А то все уже приелось как-то. Планы у всех. Нет, ну хорошо, но, в общем, я хочу чего-то такого новенького. Чего-то, какого-то разнообразия хочу. Так, наверное,
О, господи, я бы сейчас его волосатую лапу раскрасила зеленым. У меня уже было такое, кстати. Так, а вот это, вот я думаю, каким цветом? Мне кажется, что надо взять большой набор. Здесь все-таки больше вариантов. Хорошо, когда все вот у меня рядышком лежит, дотянулся. Так, и чего бы мне такого здесь взять? Так. Может быть, вот эти, потому что, да, наверное, вот эти. Два карандаша. И вот сейчас, минутку, вот тут вот я и раскрашу. Угу. Я надеюсь, я правильно крашу-то. Это именно зелень. Ой, кошмар. Смотрите, какая мелкота. Вот это как красить? Вот как это красить? Мне непонятно. Ну вот. Главное это не разнести грубо кисточкой. Главное это поаккуратнее. Так, ну а здесь пусть будет темно-зеленый. Какой-нибудь такой. Тут же вообще темно. А вот к этой зелени я уже потом перейду. Так, главное не перепутать. У меня из этого набора куда-то делся желтый. Я предполагаю, что вероятнее всего он где-то здесь. Надо вообще перебрать. Куда он делся? Странно. Вообще здесь вон, смотрите, жесть какая-то. Надо все перебрать. Хотя один раз мне казалось, что я в этом наборе потеряла черный, а он в итоге куда-то в самой коробке как-то лежал. Так что надо посмотреть. Так, ну что, наверное, время размывать. Хотя, ну здесь я пройдусь уже таким кохенуровским мэджиком все же. Потому что, ну здесь вот смотрите, черный фон, не обязательно же брать тонкий карандаш. Ну я, наверное, вот здесь сейчас так, чтобы в кадре было повеселей, я... Ладно, вот здесь я уже не полезу в большую коробку. Пусть еще вот этого цвета добавлю. Чтоб в кадре повеселее было. Такое многоцветие. Вот. Ну и сейчас буду размывать наша совушка красивая. Кисточка. Давайте приступим. Так. Мне прям, я не знаю, у меня какое-то... Плюс еще начало месяца. Я всегда люблю вот это вот начало. Потому что, ну, классно. Когда ты понимаешь, что у тебя впереди месяц. Ну, я думаю, это многим нравится. И вот. А еще весна, это вообще какое-то, знаете, такое обновление, такая прям вот прилив энергии. Такой позитивчик. Так что да. Мне прям нравится. Так, ну с водой, конечно, надо быть тут поаккуратнее. Все-таки манделузы-то тут протекают. И я, в принципе, приноровилась. То есть я не могу пожаловаться, что они как-то очень злостно здесь протекают. Но оно имеет место быть. Это надо понимать.
Вот, поэтому с водой лучше, конечно, поаккуратней. И у кого еще, возможно, нет манделузов, да, кто только приобрел или только собирается их приобретать, ну, безусловно, они очень хорошие, и я их советую, как и многие другие. Вот, но у них есть такая особенность, я думаю, кто-то уже замечал тоже, ну, кто пользуется, наверняка замечал, что вот если вы их нанесли, ну, в сухом виде, понятное дело, да, и если вы их собираетесь размывать, то это надо делать сразу. Потому что если вот в этом виде вот так все это полежит, то размыть будет уже невозможно. Или очень-очень плохо они размоются. Так-то они размываются прекрасно. Вот. Я думаю, что это, возможно, во влажности дело, да, то есть даже не во всех квартирах, не в каждое время года, но такое возможно. Поэтому, да, это надо иметь в виду. То есть, если вы уже сели раскрашивать, взяли манделузы, собираетесь, что, ну, как бы предполагаете размытие, то уже вот сели и сделали. А за другими я вроде бы такого карандашами не замечала. Хотя, казалось бы, если, например, дело во влажности, ну, по идее, ни в чем другом дело быть и не может, то, наверное, должно быть так со всеми карандашами. Ну, не факт. Но вот у этих точно есть такая особенность. Я прям вот убеждалась в этом неоднократно, потому что те же лиры вот Осирис, ну, я их перестала уже любить, но я когда-то ж вот, ну, не раскрашивала и не размывала их, да, а тут вот я решила их размыть, потому что мне надоело, что они там где-то отпечатываются. Я тогда еще нажимала на карандаши сильно, хотя вот оригинальные, вот эти первые, не китайская версия, они же такие мягкие, все дела. Я вот могу сказать, что они спокойно размывались и спустя там 5 лет. А здесь проблемка. Так, ну, с обратной стороны, конечно, вот мы видим, вот здесь вот некоторые точечки есть, но они не критичные в принципе, а здесь тем более зелень и все такое. Так, еще нужно размыть вот это, так вот прям, пусть растекается, и вот это. Вот здесь, мне кажется, особенно важно просто нанести водички и не елозить кисточкой. О, кстати, классно получается. Вот вода сама чуть-чуть так растекается, малость. И получается очень такой неплохой эффект. Сейчас еще немножечко вот тут. Ну вот смотрите, вполне, да, вполне себе иллюстрация. Не, издание, конечно, шикарное, ничего не скажешь. Так, и я бы еще, ну вот здесь нужно будет тогда добавлять какой-нибудь цвет. Так, сейчас. Ага. Вот. И здесь теперь уже доразмыть. Так, ну и можно пройтись еще по деревьям. Здесь уже не мокро, вот тут только капелька. Ну, если аккуратно, это не страшно.
Потом пораскрашиваю воду. Тут еще и Берлинга металлик задействую. Ну а что, вот у них тут есть куда их применить. У меня как-то пастельные стали Берлинга мало расходоваться, потому что первое время я там и мандалы их тестировала, еще куда-то. Вот. Ну да, как таковые, в принципе, это пастельные. Куда их? Мне кажется, что это только если на черной бумаге что-то рисовать. Не, в смысле, они красивые, пастельные, мне нравятся, и мягкие. Вот. Ну, я вот когда сажусь раскрашивать, у меня именно, если я про них вот не вспомню, если я вспомню, возьму пачку, я ими раскрашу, а вот именно так, чтобы, знаете, сидишь и думаешь, о, вот в них есть надобность, именно в пастельных карандашах. Нету. Но если, допустим, да, я беру брутфунеры 120 штук, да, тут еще оправдано, что в них надобности не возникает в пастельных Берлинга, да, потому что там, ну, полюбас много, и в том числе пастельных. Но я вон могу взять и Брауберг 24 цвета, там еще что-то. И все равно, и даже Виста Артиста, вон акварельные, те же самые карандаши, которые там 12, по-моему, штук. И все равно вот у меня нет такого, что, ой, нужно взять пастельные, мне их там не хватает. Вообще нет такого ни разу. Поэтому это надо вот прям вспоминать, нужно специально их брать и что-то ими раскрашивать. Тогда шикарно. Потому что карандаши сами по себе хорошие. Вот, наверное, поэтому я и не беру набор больше. Хотя это не значит, что я их не возьму никогда. Но только если очень задумаюсь над этим. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Здоровья вам, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, мира, добра. До скорой встречи. Всем пока-пока.